Как собирают истребитель, который может уничтожить цель на расстоянии 130 километров и стоит при этом в 3 раза дешевле западных аналогов. JF-17 «Гром» — это боевая машина, которую создают всего за 18 месяцев на заводе в Пакистане, где каждый день рождается металлическая птица весом 9,5 тонн. Один истребитель состоит из 42 тысяч деталей, а его сборка начинается не с крыльев и не с кабины пилота. Самое удивительное, этот самолет делают в цехах, где температура летом достигает 50 градусов, а рабочие собирают сверхзвуковую машину практически вручную. Завод пакистанской авиационной комплекса в Камре занимает территорию в 200 гектаров, но туристов сюда не пускают. Спутниковые снимки этого места размыты специальными службами, а периметр охраняют военные с автоматами. Внутри главного ангара номер 3 хранится то, что определяет судьбу каждого истребителя – гигантские титановые формы для штамповки фюзеляжа. Каждая форма весит 12 тонн и изготовлена с точностью до 0,01 мм. Их делают в Китае на заводе корпорации Чэнгду, затем везут по суше через Каракорумское шоссе, самую высокогорную дорогу в мире. Путь занимает 19 дней, а конвой сопровождают вооруженные джипы на каждом участке маршрута. Титановые заготовки поступают в цех обработки металла, где их нагревают до 900 градусов. При такой температуре титан становится пластичным, как глина, но работать с ним нужно за 40 секунд, потом металл снова твердеет. Мастер Карим Бахш делает это уже 17 лет и ни разу не допустил брака. Он носит специальный костюм с охлаждением, потому что рядом с раскаленным металлом температура поднимается до 80 градусов. Гидравлический пресс давит на титан с силой в 3000 тонн. Это как если бы на металл поставили 300 танков одновременно. За одно нажатие плоский лист превращается в изогнутую секцию фюзеляжа длиной 4 метра. Каждая такая секция проходит контроль на специальном сканере, который проверяет толщину металла ультразвуком. Если хоть в одной точке толщина отличается больше, чем на 2 мм, деталь отправляют в переплавку. За смену делают только 6 таких секций. Для одного истребителя нужно 11 штук, и каждая имеет свой номер, который лазером выжигают на внутренней стороне. Этот номер останется с самолетом навсегда. Даже через 30 лет эксплуатации по нему можно узнать, когда и кто делал эту деталь. Сборка каркаса начинается в цехе номер 7, где температуру поддерживают строго на уровне 22 градусов. Даже 1 лишний градус может привести к расширению металла на микроны, а это уже критично для точности. Инженер Фарид Ахмед руководит бригадой из 23 человек, которые соединяют секции фюзеляжа между собой. Первым делом устанавливают центральную балку – хребет самолета из титанового сплава. Она весит 400 килограммов и выдерживает нагрузку в 9 единиц перегрузки. Это значит, что во время боевого маневра на эту балку давит вес в 3,5 тонны, но она не гнется ни на миллиметр. Балку крепят к фюзеляжу 317 титановыми болтами, каждый из которых затягивают с точным усилием в 120 ньютон-метров. Для этого используют динамометрические ключи, откалиброванные каждое утро. Затем монтируют силовой набор 148 поперечных шпангоутов из алюминиево-литиевого сплава. Этот материал на 30% легче обычного алюминия, но в 2 раза прочнее. Его производят только 3 завода в мире, и Пакистан закупает его в России. Каждый шпангоут имеет уникальную форму, и перепутать их невозможно, на каждом выбит код из 6 цифр. Рабочие используют роботизированную систему для сверления отверстий под заклепки. Робот делает 2300 отверстий за 4 часа, и каждое находится точно там, где нужно, с точностью до 0,1 мм. Человек такую работу делал бы 3 недели и неизбежно допустил бы ошибки. После сверления каждое отверстие обрабатывают антикоррозийным составом, зеленой жидкостью, которая пахнет керосином и защищает металл от окисления на 50 лет. Заклепки ставят вручную. Мастер Имран Малик за смену устанавливает до 800 штук, используя пневматический молоток, который бьет с частотой 3000 ударов в минуту. Каждая заклепка после установки должна выступать ровно на 2 мм, не больше и не меньше. Имран проверяет это специальным шаблоном после каждой 10-й заклепки. За 22 года работы он поставил больше 4 миллионов заклепок, и ни одна не вылетела в полете.
Двигатель РД-93 прибывает на завод в деревянном ящике размером с небольшую комнату. Его везут из России специальным грузовым самолетом, где поддерживается постоянная температура 15 градусов и влажность ровно 40%. Каждый двигатель стоит $2,5 миллиона и весит 1135 килограммов. Распаковку проводят в стерильном помещении, где воздух фильтруется через систему из 7 уровней очистки. Даже одна пылинка, попавшая в турбину, может вызвать разбалансировку на скорости 20 тысяч оборотов в минуту, а это приведет к разрушению лопаток. Техники работают в белых костюмах, как хирурги, и каждый инструмент обрабатывают спиртом перед использованием. Двигатель осматривают 8 часов подряд. Специалист Асиф Наваз проверяет каждую из 122 лопаток турбины эндоскопом, тонкой трубкой с камерой на конце. На экране видно поверхность металла с увеличением в 30 раз, и малейшая царапина сразу заметна. За свою карьеру Асиф забраковал 11 двигателей, которые имели микротрещины, невидимые глазу. После осмотра двигатель проходит стендовые испытания. Его запускают на полную мощность в специальном бункере с бетонными стенами толщиной 2 метра. Температура выхлопных газов достигает 1800 градусов. Это горячее, чем лава вулкана. Двигатель ревет так, что даже через стены звук достигает 130 децибел. Это как стоять рядом с взлетающим реактивным лайнером. Тест длится 40 минут. Компьютеры фиксируют 3000 параметров каждую секунду. Давление топлива, температуру в 20 точках, вибрацию, обороты. Если хоть один параметр выходит за допустимые пределы, двигатель отправляют обратно в Россию. Из 100 двигателей один возвращается назад. Установка двигателя в фюзеляж занимает 6 часов. Бригада из 5 человек использует специальную тележку на воздушной подушке, которая позволяет двигать тонну металла усилием одной руки. Двигатель крепится к раме в 4 точках титановыми болтами диаметром 30 мм. Каждый болт затягивают в 3 этапа. Сначала вручную, потом динамометрическим ключом и в конце проверяют ультразвуковым датчиком на предмет внутренних напряжений. Крыло истребителя изготавливают из цельного куска алюминия весом 800 килограммов. Станок с числовым программным управлением вырезает из него деталь весом всего 120 килограммов, остальное превращается в стружку. Процесс занимает 72 часа непрерывной работы, и станок нельзя останавливать ни на минуту, иначе металл остынет неравномерно и деталь пойдет трещинами. Оператор Захид Хусейн следит за процессом в ночную смену, когда температура в цехе падает до 15 градусов. Он контролирует подачу охлаждающей жидкости, специальной эмульсии, которая стоит $80 за литр. За одно крыло уходит 300 литров этой жидкости, но без нее фреза нагрелась бы до 400 градусов и сломалась. Одна фреза стоит $3000 и служит только для обработки 2 крыльев. Внутри крыла скрыты топливные баки, которые вмещают 2300 литров керосина. Баки делают из композитного материала, смеси углеродного волокна и эпоксидной смолы. Материал выкладывают слоями вручную, и мастер Рашид Ахтар наносит 23 слоя, каждой толщиной в 0,2 мм. Работа требует абсолютной концентрации, один пузырек воздуха между слоями, и бак может лопнуть при перегрузке. После выкладки баки помещают в автоклав, гигантскую печь размером с автобус. Там их запекают при температуре 180 градусов под давлением 6 атмосфер в течение 8 часов. Процесс напоминает приготовление еды в скороварке, только вместо борща получается деталь прочнее стали и легче алюминия. Каждое крыло несет 7 точек подвески вооружения. К ним крепятся ракеты, бомбы и топливные баки. Точки подвески выдерживают нагрузку до 1200 килограммов каждая, но весят всего 9 килограммов. Их делают методом горячего изостатического прессования, технологией, которую используют всего 5 стран в мире. Крылья крепят к фюзеляжу в цехе финальной сборки. Используют гидравлические домкраты, которые поднимают крыло весом 400 килограммов с точностью до 1 мм. Зазор между крылом и фюзеляжем не должен превышать 0,5 мм по всей длине стыка в 9 метров. Бригада из 8 человек выставляет крыло по лазерным уровням 3 часа, прежде чем затянуть первый болт.
Фонарь кабины вырезают из цельного куска поликарбоната толщиной 38 мм. Этот прозрачный пластик выдерживает попадание птицы весом 2 кг на скорости 800 км в час. Заготовка приходит из Франции и стоит $120 тысяч, дороже, чем новый автомобиль среднего класса. Формовку делают в вакуумной печи при температуре 190 градусов. Пластик нагревается и становится мягким, как резина, затем его натягивают на металлическую форму и откачивают воздух. Процесс занимает 40 минут, и температуру контролируют с точностью до 1 градуса. Мастер Салман Риас делал это 230 раз и знает, если перегреть хотя бы на 2 градуса, фонарь помутнеет и станет непригодным. Внутри кабины устанавливают катапультное кресло китайского производства типа T3 BIS. Оно весит 150 килограммов и содержит 27 пиропатронов, которые срабатывают за 0,2 секунды. При катапультировании кресло выстреливает пилота вверх с ускорением в 14 единиц, это как врезаться в бетонную стену на скорости 80 км в час, только в обратную сторону. Приборная панель содержит 3 многофункциональных дисплея с диагональю 15 см каждый. Экраны делают по технологии активной матрицы и видны даже под прямыми солнечными лучами. Яркость достигает 1200 кандел на квадратный метр, это в 4 раза ярче обычного телевизора. Дисплеи показывают 280 параметров полета одновременно, от высоты до температуры масла в двигателе. Систему управления вооружением калибруют вручную. Инженер Надир Шах настраивает прицельный комплекс так, чтобы перекрестие на экране совпадало с реальной точкой попадания с точностью до 1 угловой минуты на дистанции 5 километров. Это значит, что ракета попадет в круг диаметром 1,5 метра с расстояния 5000 метров. Калибровка занимает 12 часов, и Надир проверяет систему, наводя прицел на специальную мишень в дальнем конце ангара. Кислородную систему заправляют жидким кислородом при температуре минус 183 градуса. Баллон вмещает 9 литров, которые при испарении дают 4000 литров газа. Этого хватит на 6 часов полета. Заправщик Камал Дин работает в термозащитном костюме, потому что 1 капля жидкого кислорода на коже вызывает мгновенное обморожение 3-й степени. Бортовой компьютер весит 23 килограмма и содержит 7 процессоров, работающих параллельно. Его собирают в чистой комнате класса 100. Это значит, что в 1 кубическом метре воздуха не больше 100 частиц пыли размером больше половины микрона. Для сравнения, в обычной комнате таких частиц 1 миллион. Техник Умар Фарук работает в специальном костюме, который полностью закрывает тело и подает отфильтрованный воздух через шланг. Он припаивает компоненты на печатную плату размером 30 на 40 сантиметров. На плате размещены 2300 элементов, и расстояние между контактами составляет всего 0,3 мм. Умар использует паяльник с жалом толщиной в человеческий волос и микроскоп с увеличением в 40 раз. Каждая плата проходит проверку в термокамере. Ее нагревают до 85 градусов и охлаждают до минус 45 раз подряд. Это имитирует условия реального полета. На высоте 12 тысяч метров температура за бортом минус 56 градусов, а рядом с двигателем плюс 70. Если хоть один контакт отвалится во время теста, всю плату отправляют на переделку. Радар устанавливают в носовой части фюзеляжа. Антенна диаметром 600 мм вращается со скоростью 60 оборотов в минуту и сканирует пространство в секторе 120 градусов. Радар обнаруживает цель размером с истребитель на дистанции 105 километров, а крылатую ракету на расстоянии 45 километров. Антенну делают из композитного материала с вкраплениями меди толщиной 3 микрона, тоньше паутины. Система радиоэлектронной борьбы занимает отсек размером с чемодан в хвосте самолета. Она улавливает радиолокационное излучение вражеских станций и создает помехи на тех же частотах. Мощность передатчика достигает 2 киловатт. Этого достаточно, чтобы засветить экран вражеского радара на расстоянии 80 километров. Инженер Таймур Малик программирует систему под конкретные типы угроз, загружая базу данных с характеристиками 170 типов радаров. Проводку прокладывают по всему самолету. Общая длина кабелей составляет 12 километров. Каждый провод имеет цветовую маркировку и номер, а схема подключения занимает 300 страниц. Электрик Джавед Игбал соединяет провода в жгуты по 20 штук и закрепляет их нейлоновыми хомутами каждые 30 сантиметров.
Один неправильно подключенный провод может привести к отказу системы в полете, поэтому Джавед проверяет каждое соединение мультиметром дважды. Пушку устанавливают в левом боку фюзеляжа под наклоном 3 градуса вниз. Это двухствольная авиационная пушка китайского производства типа 2-3 мм, которая стреляет со скоростью 3200 выстрелов в минуту. За 1 секунду из стволов вылетает 53 снаряда, каждый весом 200 грамм и летящий со скоростью 1000 метров в секунду. Боезапас составляет 220 снарядов в барабанном магазине. Оружейник Арслан Бут снаряжает ленту вручную, чередуя бронебойные и зажигательные снаряды. Бронебойный пробивает стальную плиту толщиной 30 мм с расстояния километр, а зажигательный содержит термитную смесь, которая горит при температуре 3000 градусов и прожигает даже титан. Арслан работает в перчатках, один неосторожный удар может активировать капсюль. Ствол пушки меняют после каждых 5000 выстрелов. При стрельбе температура внутри достигает 1200 градусов, и металл постепенно выгорает. Канал ствола расширяется на 0,02 мм, и точность падает, снаряд начинает отклоняться на метр с каждого километра дистанции. Новый ствол стоит $18 000 и служит около 2 месяцев активных учебных полетов. Под крыльями монтируют направляющие для ракет класса «воздух-воздух». Самое опасное — китайская ракета ПЛ-15 с инфракрасной головкой самонаведения. Она весит 105 килограммов и летит со скоростью 4000 километров в час, догоняя цель, даже если та уходит на форсаже. Боеголовка содержит 12 килограммов взрывчатки и поражает цель осколками в радиусе 15 метров. Головка самонаведения улавливает тепловое излучение двигателя противника. Ее чувствительность настолько высока, что она различает разницу температур в 0,1 градуса на расстоянии 20 километров. Техник Вакар Азам калибрует головку в специальной камере, где установлен эталонный источник тепла. Процесс занимает 4 часа, и температуру в камере поддерживают с точностью до 0,5 градуса. Бомбовые замки рассчитаны на подвеску управляемых бомб весом до 500 килограммов. Механизм сброса работает от пиропатрона, который выстреливает толкатель за 0,05 секунды. Бомба отделяется от самолета с начальной скоростью 15 метров в секунду, чтобы не попасть в воздушный поток и не ударить по хвосту. Оружейник Фейсал Хан проверяет замки на стенде, подвешивая груз весом 750 килограммов и активируя механизм 100 раз подряд. Самолет номер 1032 выкатывают из ангара в 5 утра. Это первый истребитель новой партии, и он должен пройти приемочные испытания, прежде чем его передадут военно-воздушным силам. Летчик-испытатель майор Шахид Латиф облачается в высотный компенсирующий костюм, который весит 22 килограмма и сдавливает тело при перегрузках, чтобы кровь не отливала от мозга. На взлетной полосе стоят 3 пожарные машины с пеной и машина скорой помощи. Статистика беспощадна. Один из 150 первых вылетов заканчивается катастрофой из-за скрытых дефектов. Шахид проверяет 120 пунктов предполетного осмотра за 30 минут. Он качает элероны, они двигаются плавно, без заеданий. Проверяет шасси, стойки блестят гидравлической жидкостью без подтеков. Заглядывает в воздухозаборник, лопатки компрессора ровные без вмятин. Запуск двигателя происходит в 6:32. Турбина раскручивается со свистом, который переходит в рев. Температура выхлопных газов достигает рабочих 700 градусов за 20 секунд. На приборной панели загораются зеленые индикаторы один за другим: гидравлика, электрика, топливо, вооружение. Только один остается красным. Система предупреждения о пожаре показывает ошибку датчика. Главный инженер Хамза Юсуф по радио приказывает прервать взлет. Шахид глушит двигатель, и турбина затихает с протяжным воем. Техники вскрывают люк в хвостовой части и находят проблему. Провод датчика пережат металлическим хомутом и дает ложный сигнал. Ремонт занимает 40 минут. Провод перекладывают, хомут ослабляют, люк задраивают. Повторная проверка — все индикаторы зеленые. Второй запуск в 7:40. Шахид выруливает на полосу и получает разрешение на взлет. Двигатель выходит на полный форсаж. Тяга достигает 8,5 тонн. Самолет разгоняется со скоростью 20 метров в секунду, быстрее, чем падает камень. Скорость 180 км в час, отрыв передней стойки, 220, отрыв основных стоек.
Самолет взмывает под углом 20 градусов, и земля стремительно уходит вниз. На высоте 1000 метров «Шахид» убирает шасси. Механизм работает медленнее, чем должен, стойки втягиваются за 12 секунд вместо 8. Это не критично, но требует проверки после посадки. На высоте 3000 метров он делает первый боевой разворот с перегрузкой 7 единиц. Вес тела увеличивается в 7 раз, каждый килограмм давит как 7. Костюм сжимает ноги и живот, сердце колотится со скоростью 160 ударов в минуту. Приборы показывают аномалию. Температура масла в редукторе на 15 градусов выше нормы. «Шахид» сбрасывает обороты и разворачивается к базе. Полет продолжался 18 минут вместо запланированных 45. Посадка штатная, пробег 400 метров. Техники обнаруживают недолив масла на 300 граммов, ошибка заправщика, который не долил нужное количество при последней проверке. После устранения всех дефектов, истребитель проходит финальные испытания в течение 21 дня. Он совершает 37 полетов общей продолжительностью 42 часа. Летчики-испытатели проверяют все режимы, от висения на хвосте до пикирования с углом 70 градусов. Самолет выдерживает перегрузки до 8,5 единиц и развивает скорость 1900 км в час на высоте 11 тысяч метров. На полигоне в пустыне Тар истребитель впервые стреляет боевыми снарядами. Цель — списанный танк на расстоянии 2 километра. Пилот открывает огонь с высоты 500 метров, выпуская очередь из 50 снарядов за 1,5 секунды. 37 попадают в цель, пробивая броню и разрывая металл. Танк превращается в решето за мгновение. Первую ракету запускают по радиоуправляемой мишени, имитирующей вражеский истребитель. Мишень летит на высоте 4000 метров со скоростью 700 км в час и выполняет противоракетные маневры. Ракета отделяется от подкрыльного узла, зажигается двигатель, и она устремляется к цели, оставляя белый дымный след. Головка самонаведения захватывает тепловой сигнал и корректирует траекторию 30 раз в секунду. Через 11 секунд мишень взрывается на высоте 3800 метров, прямое попадание. Приемочная комиссия подписывает акт передачи, и на фюзеляж наносят опознавательные знаки военно-воздушных сил Пакистана, зеленую звезду и полумесяц. Художник Насир Махмуд рисует их вручную по трафарету, используя специальную краску, которая не выгорает на солнце и выдерживает температуру от минус 60 до плюс 120 градусов. Если вам понравилось, как истребитель превращается в искусство, представьте, сколько интересных историй о технологиях и творчестве можно найти на нашем сайте. Заходите на whiteori.com, ссылка в описании, там столько всего, что даже ракета позавидует. Стоимость одного истребителя составляет $23 миллиона. Это в 3 раза дешевле американского F-16 и в 4 раза дешевле европейского Рафаля. При этом JF-17 не уступает им в боевых характеристиках. Он несет такое же вооружение, имеет сопоставимую дальность и скорость. Именно поэтому его заказали уже 4 страны, кроме Пакистана, Мьянма, Нигерия, Аргентина и Азербайджан. С 2007 года завод в Камре выпустил 134 таких истребителя. Каждый из них прошел через руки 3000 рабочих, инженеров и техников. Каждый содержит 42 тысячи деталей, скрепленных 2 миллионами заклепок. И каждый способен уничтожить цель на расстоянии 130 километров, летя на высоте 15 тысяч метров со скоростью вдвое быстрее звука. Именно так рождается гром, из титана, алюминия и человеческого мастерства, в цехах, где температура достигает 50 градусов, а точность измеряется сотыми долями миллиметра.